Я потратила весь вечер и целое состояние, чтобы приготовить натуральный крем своими руками, а он у меня не получился. Почему? Всем привет и здравствуйте! С вами Елена на канале Косметическая кухня Бьюр, серии коротких видеоразборов небольших проблем кремоваров. И сегодня давайте же разберемся в причинах не получившегося крема. А под не получившимся мы подразумеваем следующие проблемы. Например, после соединения жирной и водной фазы крем не загустел и расслоился или расслоился на второй-третий день. Также распространенная проблема – это перевзбитая эмульсия или, скажем, вы хотели получить густую плотную эмульсию, она получилась как водичка и полупрозрачная. Или, как вариант, это створоженная эмульсия. Думаю, каждая из нас, особенно в начале пути кремовара, вылила большое количество не получившихся эмульсий. Да и чего скрывать, я на самом деле до сих пор такие эмульсии выливаю, особенно во время разработки и тестирования новых рецептур для нашего канала. Но прежде чем перейти к практическим нюансам, почему эмульсия может не получиться, от себя хочу добавить, что в домашних условиях очень сложно на 100% повторить тот рецепт, который вы делали в прошлый раз. На моей практике неоднократно были такие ситуации, когда ты составляешь рецепт, тестируешь и вроде бы все хорошо. Следующий этап, ты уже готовишь большую порцию и в этот момент что-то идет не так и эмульсия разваливается у тебя на глазах. Затем этот же рецепт по такой же технологии ты готовишь третий раз и опять все отлично. После таких ситуаций я решила, что это не я допускаю ошибки, а очередная фаза Луны или ретроградный Меркурий также оказывает влияние на формирование правильной эмульсии. Но когда с Меркурием все хорошо, лучше вспомнить о практических ошибках, которые могут привести к расслоению, створаживанию эмульсии или прочих проблем, которые и я перечисляла в начале данного видео. Итак, давайте же по пунктам. И первая самая распространенная ошибка – это пренебрежение температурой плавления эмульгатора. То есть сказано, что эмульгатор необходимо расплавлять при температуре 85 градусов Цельсия, но практически никто не измеряет эти 85 градусов Цельсия с помощью термометра и уж тем более не проверяет температуру водной фазы. На глазок убедились, что эмульгатор расплавился, сняли фазы, сэмульгировали, быстренько повжикали миксером, а затем происходит что? А эмульсия не загустевает. Так вот, недогрев жирной фазы с эмульгатором – одна из распространенных причин формирования эмульсии не той густоты, которую вы ожидали. И особенно часто эта проблема возникает с эмульгатором Монтанов 202. Вторая ошибка – это разница температур между водной и жирной фазой. Да-да, это очень важно, ведь часто на водяную баню мы ставим маленькую жирную фазу и большую водную фазу. Но не все учитывают нюанс, что температура нагревания большой водной фазы будет отличаться от температуры нагревания жирной. Поэтому здесь многие совершают ту же ошибку. Эмульгатор расплавился и все быстренько начинают эмульгировать, не убедившись в том, достигли ли обе фазы одинаковой температуры. И третья излюбленная ошибка очень многих, о которых я говорю в своих видеоуроках, это быстренько сэмульгировали крем, а затем поставили данный теплый стаканчик в холодную воду для того, чтобы эмульсия быстрее остыла и вам не нужно было тратить много времени на ее размешивание. А потом у всех, кто так делал, возникает вопрос, почему мой крем на второй-третий день хранения подходит водичкой? Так вот, экономия времени размешивания и резкая смена температуры как раз приводит к неправильному формированию эмульсии. В домашнем кремоварении не рекомендуется экономить время, поэтому если эмульсия сформировалась, мы вооружаемся палочкой, включаем сериальчик и медленно вымешиваем эмульсию до ее полного остывания, тогда у вас ничего не будет расслаиваться. Также очень распространенной ошибкой кремоваров является пренебрежение рабочим pH эмульгатора. Практически все современные эмульгаторы имеют широкий диапазон pH и позволяют готовить на них различные средства, будь то кислый пилинг для лица или щелочная маска для волос. Но помнится мне, был в продаже интернет-магазина Bure эмульгатор Nature Molds, который формировал прекрасные, красивые, стабильные, плотные эмульсии, но если в конце капнуть буквально одну каплю концентрированной молочной кислоты, pH данной эмульсии резко опускался и она разваривалась буквально на глазах, то есть одна капелька молочной кислоты в конце могла испортить весь результат трудов всего вашего вечера.
Итак, мы рассмотрели 4 ошибки, которые можно совершить во время приготовления крема. Но это не вся информация, которую я хотела поделиться с вами. Уже через неделю выйдет следующий видеоурок, в котором мы продолжим разбирать основные ошибки при приготовлении эмульсии. А вы тем временем подписывайтесь на канал Косметическая кухня Бьюр, нажимайте колокольчики, чтобы вовремя получать уведомления о выходе нового урока, а также обязательно делитесь этим видео с вашими друзьями. Всем пока!